Всем привет! С вами шоу Балабол на новом канале BetSafe Прибалтика. Наш сегодняшний герой – футболист, рекордсмен по голам высшей лиги Эстонии Максим Грузнов. Стараюсь, чтобы они мои ошибки не совершали. Он был жаден до голов. Извините, все хорошо было. Шли на голы Макса Грузнова. До сих пор я рад их ехидству, твари. Веселый, смешной раздолбайка. Лучший бомбардир в истории эстонской премьер-лиги инопланетянин. Просто в зону кидаешь, парень как побежал, все, и не догнать. Ну, как-то так у меня проходит все. Наш выпуск мы начнем в гостях у легенды нарского футбола. Наверное, эстонского футбола можно назвать так, да, Макс? Или как? Не знаю, как вам удобно так говорить. Да. Максим, первый вопрос сразу. Чем ты сейчас занимаешься? Я сейчас занимаюсь тренерской карьерой, воспитываю юных футболистов. Это моя основная работа. Вторая моя работа – это мои дети. Ими занимаюсь. Пытаюсь поставить их на ноги. Ну что, пытаюсь. Заставляю себя поставить их на ноги. А в основном это моя футбольная карьера продолжается только в виде моих детских футболистов. Как просто тебе было, скажем так, начать свою карьеру вот именно детским тренером? Ну, мне было несложно, потому что когда я уже заканчивал карьеру футболиста, я уже работал тренером. У меня была женская команда, у меня была У-21, по-моему, где наш оператор участвует. Он тоже ко мне приходил на тренировки. Поэтому я как-то влился сразу. И у меня не было ностальгии по футболу такого, что закончил и закончил. И переключил сразу на детей максимально быстро. Я очень рад, что он мой коллега. И я даже сейчас, вот честно, не представляю, как бы сейчас, какой бы я получал удовольствие, работая тренером, не имея своего друга и коллегу Макса. Потому что с такой самоотдачей, именно с таким желанием, я таких людей именно вот в тренерском мастерстве, по крайней мере у нас здесь, даже не вижу в будущем. Потому что человек приходит за 2 часа до тренировок, готовится к тренировкам. Ребята просто обожают его, родители все его любят, уважают. Поэтому просто человек, я считаю, рожден не только для забивания голов, как машина, а именно вот как тренер. И я очень рад и доволен иметь с ним, скажем так, общий хлеб делить, и как коллега мой. А почему дети, почему не попробовать себя там, скажем, взрослая команда? Вот честно говорю, не хочу лезть во взрослый футбол, пока не хочу. Потом дальше, может, будет видно. Мне интересно с детьми самому лепить. Я их сам леплю, я сам их настраиваю на свой лад. Стараюсь не давать свои ошибки, которые были в моей молодости, в детстве. И вот именно, что из них можно что-то лепить. А когда приходят готовые футболисты, они готовы. Не ты их тренировал, не тебе их переучивать, как говорится. Он понимает, что надо начинать с дисциплины, все четко построить и шаг за шагом немножко так подниматься. Очень активно он работает с ребятами по нападению, даже помогает мне в моих возрастах, именно работая ребятам, которым подсказывает, как действовать в атаке. Я где-то помогаю им, подсказываю, как действовать в обороне, поэтому мы друг друга дополняем и считаю, что у нас просто хороший тандем. Мне не хочется, конечно, заикаться, как будет, но я очень рад, что у меня есть такой коллега. С кем из вообще бывших своих одноклубников, с кем ты играл вместе, с кем ты сейчас более тесно общаешься? По большому счету остались так на уровне привет-привет. А самое тесно, да, Олег Курочкин. С ним мы и работаем вместе. И все делаем. Я учился у него, как бы, когда тренером стал маленький, ну, детских команд. Я приходил на стадион, садился, смотрел, как он проводит тренировки и потихоньку принял от него тренерскую эстафету. Как давно вы уже дружите с ним? С Нарватранса. Как только мы появились в одной команде вместе, мы всегда уже были друзьями. Это сейчас уже стали такие более тесными друзьями, близкими. А раньше так тоже дружили. Да, сошлись. Ну, два любят посмеяться, пошутить. Никогда не обижаемся. Всегда друг друга подстрахуем в нужный момент. Если у него там 2 игры в одно время, как бывает, сейчас у нас календарь составляют так, что у одного тренера 2 команды и в одно время 2 игры. Одна на выезде, другая дома. Кто как нему поможет. А так, из Нарватранса очень хорошо общаюсь с Ири. Мне очень нравится этот человек. Я даже очень рад, что он появился в Нарве. Тоже Саша Закарлюка мне очень нравится. Симпатизирую ему. Хотел бы тренера видеть еще одного человека, который сейчас тоже, правда, на травме, Поляка.
Очень хочу, чтобы он был в Нарве тренером. Я вижу в нем жилку такую тренерскую. А часто вообще с футболистами Нарва-Транса вот 2000-х, начало 2000-х собираетесь, играете, я не знаю? Нет. Каждый работает, каждый занимается своим делом. Тот же Максим Грузнов, он постоянно на тренировки, игры, некогда. Но единственное, вот Олег Курочкин, когда проводит турнир, по-моему, в сентябре. И вот мы тогда вот собираемся там, да, Максим на воротах встает. Он говорит, уже надвигался, вот так, с детьми хватает, так что вот приходится вот только раз в год. Мы жили все здесь вот на Крингольме, вот в этом районе. И в предсезонку как-то команда у нас собралась в Санкт-Петербург на Кубок северо-западных команд Санкт-Петербурга. Уже была договоренность, что мы выезжаем в 6 утра. Сбор команды игроков был, допустим, вот у нас у 6-й школы. Должны были прийти Макс, Стас и я. В то время мобильных телефонов не было. Телефонов вообще никаких не было. То есть это был 93-й, по-моему, 94-й год. И назначенное время я вышел к школе. Я опоздал на пару минут, честно скажу. Никого нет, вообще никого нет. Ни Стаса, ни Макса. Я подождал минут 7-8 автобус, никого нет. Довезли меня до границы. В то время как бы уже была граница. Я у ребят на границе спрашиваю, автобус с спортсменами проезжал? Они говорят, да, проезжал автобус, но не знаем, какие спортсмены. Ну, я думал, что опоздал на 3 минуты, надо ехать в Санкт-Петербург. Сам на перекладных добрался в Санкт-Петербург. Все там узнал, где живут, где что. Приехал в спорткомплекс, и оказалось, что соревнования в тот день перенесли на день позже. То есть получилось так, что всем оповестили каким-то образом, сказали, а я на перекладных полетел туда, слишком ответственный, думал, что опоздал. Вот такая байка. А Макс со Стасом, да, следующий день, когда приехали, очень громко и ехидно смеялись. До сих пор я рад их ехидству, твари. В детстве я жил на Героев, на Кингеласе сейчас эта улица называется. Мама меня увидела во дворе, что я постоянно гоняюсь с мячом. По стенке луплю, ну и решила отдать меня в футбол. Привела, мой первый тренер был Николай Ефимович Равин. И, честно скажу, даже мысли не было никакого другого вида спорта поменять. У меня все сразу стало получаться. На уровне своих сверстников я был, там, скажем, на голову выше, как все говорили. Ну, конечно, это не я сказал, так говорили. И все, у меня покатилось так это, по накатанной. Футбол. Результаты стали хорошие. Я стал даже лучшим бомбардиром Союза, когда на кожаный мяч мы ездили с нашей командой. И все. Дальше меня Стас Кита привел, уже во взрослый футбол. Сам вместо школы прогуливал, извиняюсь, конечно, ходил на тренировки к мужикам. У меня было в день по 3 тренировки. Я везде. Вечером уже на поле выбегал возле 4-й школы, гонял мяч во дворе. Свою тренировку проводил днем, а утром ходил как раз к рабочим на тренировку вместо школы. А Максим Грузнов вообще в свое бытие игрока, как ты можешь его описать? Ну, как человека вот в коллективе и как футболиста, два разных таких подхода. Ну, всегда парень с юмором, всегда на позитиве. Ну и как нападающий, конечно, талантливый. Ну, так скажем, не был. Такой был, это не очень-то подходит к нему. Так он и есть, он и будет. Так что просто вот не повезло, травмы. Я думаю, где-то, может быть, он и заиграл бы. Просто там мениски, там, чего такого у него, наверное, вообще нету там. Во-первых, надо очень сильно любить футбол, чтобы самому ходить дополнительно заниматься. Конечно, тренер тебе не даст этой тренировки. Помимо своей занятости, сейчас же не все тренера, а только тренера, они же еще и работают. А именно любить, настолько влюбиться в него, чтобы самому встать с утра и думать не о чем-то другом, а выйти, как мяч попинать. У нас таких игроков, вот, на моей памяти, вот я знаю, вот, довольно-таки, вот сейчас не зрелого возраста, еще юношеского, это Синяский, вот, который вот, никуда не глянь, на какую коробку, он там, и Тунев. Больше я таких пока не вижу. Вот они хотели, они этого добиваются. И поверьте, у них все будет еще больше, чем даже сейчас.
будут в хороших клубах играть, потому что они любили футбол. В команду мы его фактически привели вдвоем со Стасом Китто. Ситуация тоже была такая довольно примитивная. Мы знали, что у нас в городе есть пацан, который играет, скажем так, на очень приличном уровне. И мы его вдвоем со Стасом выцепили на стадионе около политехникума, предложили играть. И буквально уже через месяц он уже был в стартовом составе команды. И в своем первом же дебютном матче 2 гола забил. То есть это был очень превосходный дебют для него. Ну и с тех пор у него все пошло, поехало. Ты помнишь, как вот этот процесс перехода с юношеского в взрослый футбол, вот первый сезон, может быть, первые игры? Помню, прекрасно помню. Пришел на тренировку к Доронину. Сейчас я буду так задумчиво вспоминать. К Доронину после тренировки Стас Китто ко мне подошел. Макс, пойдем попробуем себя в трансе. Пойдем. Провели, по-моему, 1 или 2 тренировки. Меня заявили. И первая игра у нас была с Шахтой. Вот не буду ломать голову. Но с кем-то у нас была первая игра. И в первой же игре я, выходя на замену, забил 2 гола. То есть в дебюте по лиге мастеров, по да. мужикам ты забиваешь 2 гола? Да, еще у меня было, по-моему, лет 18 или даже 17. Да, и все, и с этого дня я остался в Нарватрансе. И в этот же сезон я стал лучшим бомбардиром. В дебютный сезон В дебютный сезон стал лучшим бомбардиром. Я отыграл полсезона, забил 11 голов, по-моему, или 10. И меня в этот же сезон еще была 2,5 осенью проходила, там осень, весна проходила. Это было весной, наоборот, осенью. А весной я уже играл в Лантане. Так получилось. Я перешел в Лантану, и там я добил еще 10 голов и стал лучшим бомбардиром. Молодцы! Ну, как-то так у меня проходит все. В таком темпе. Вот видишь, 22 человека спокойно успевают, да, везде. Тяжело, потому что, я говорю, нельзя тренеру поворачиваться спиной к игрокам. Тренер всегда должен находиться лицом. Если ты поворачиваешься спиной к игрокам, значит, игроки думают, что ты им не нужен. Они чувствуют твою энергию, и поэтому они кажутся, он отвернулся, значит, мы ему не интересны. Он обращает внимание только на них, а я должен обращать внимание на всех. Для меня каждый игрок – это на вес золота. Стадион Калиб Фама – это второй дом Максима Грузнова, где он проводит очень много времени, тренируя детей. Сейчас мы посетим одну из тренировок и посмотрим, как это проходит. Обычная моя тренировка, отработка паса, пас на третьего, всякие технические стенки вот в этом, на этой половине здесь будут, грубо говоря, играть, потому что чтобы мы больше играли в маленьком количестве, там, 5 на 5, чтобы побольше двигались. И потом они будут меняться постоянно вот так. Одни на технику, вторые на игру. Все время в движении, да? Да, и у меня задача такая, чтобы они ни секунду не сидели. 1,5 часа, на 1,5 часа должно быть движение. Нет такого, что одна группа работает, другая сидит, отдыхает. Это после разминки, естественно. И я как бы строю тренировки свои всегда так, что у меня даже не важно сколько народу, хоть 40 человек, хоть 30, но я сделаю так тренировку, что у меня все постоянно будут двигаться. Я смотрю, не все в красном, это какой-то... Это цвета нашего клуба в первую очередь. Ну это понятно, да. Во-вторых, тренеру удобно, когда команда работает все в одном цвете. Это, во-первых, это красиво, во-первых, это дисциплина для них тоже же. А то, как раньше придут, все, один желтый, другой коричневый, и поди разбери их. А так все в красном. Но это у вас в клубе или твоя какая-то... Ну, вообще начал я, что у меня была поставлена задача перед родителями, что все приходят только в красном цвете. Потом, смотрю, и Олежкин тоже заставил в красный одеться всех. Ну, это вообще-то цвета клуба красный. Твой переход в Лантану. Сейчас я более-менее представляю себе, как игроки переходят. За некоторых даже кто-то что-то, может быть, платит. Как в то время это вообще происходило? Тебе просто подошли, предложили там... Нет, не предложили условия. Я вот за всю свою карьеру ни разу не интересовался, сколько за меня просят или как они там, президенты клубов, между собой договариваются. Я дал свое согласие. А дальше уже разговор президентов на уровне. Дальше я уже не лез. И раз я перешел, дальше не договорились. Сумма или там они там друг другу там руки пожали, я никогда не интересовался, мне это было неинтересно. Этап твоей карьеры в таллинских командах, в Лантане в основном, да? Как ты вообще, как это было вообще играть против Нарвы, например, против своих ребят, так скажем? Ну, я в Таллине играл только за Лантан, я больше ни в каких клубах не играл, просто они имена там перевертывали. Да, смысл был один, Лантана, да.
Еще раз говорю, я выходил играть в футбол. Мне без разницы было кто. Я любил футбол, я выходил, я был нацелен только на голы, только на результат свой и командный, соответственно. Поэтому кто против меня играет, Нарва или другой соперник, мне было неинтересно. Макс отличался от любого сравнения, возможно, например, Дзюбу, да, в «Зените», образно говоря. Дзюба габаритами выше, он медленнее бежит. Максим быстрее бежал, габаритами был ниже. Головой, я думаю, что Дзюба и Максим как бы там на одном уровне, как бы бьют с обоих ног тоже на одном уровне. Или Левандовский взять, как бы, да, который в Баварии играет, как бы, он тоже выше, как бы там бежит, возможно, медленнее, чем Максим. Максим бежал просто. Я когда сам, в тренировках, там, я часто иногда без пола не мог его остановить. Я, злился и всегда его там, очень жестко встречал, как бы, было такое. Поэтому сложно сравнить, Максим был сам по себе, индивидуальный. Я же учу не совершать свои ошибки. В молодости не такой уж примерно был, ошибок было много. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы эти дети получили то, что самое только позитивное. Негатив, я от них постараюсь сразу отталкиваться. Стараюсь, чтобы они мои ошибки не совершали. Только могу сказать, разговорами, примерами, только так. Можно сказать, что подопечные Максима Грузнова, которые играют в нападении, получат больше знаний, чем те, кто играет в защите? Правильный ответ, да. Я больше уделяю игре в атаке. Моя проблема, наверное, как тренера. Хотелось бы, чтобы у меня был бы и тренер вратарей. Вратарям я вообще я сам не знаю, что с вратарями делать. Поэтому научить их, договариваюсь с первой командой, Матросов иногда занимается, приходит с ними. И, конечно, защита, единственное, что защита, я у Олега спрашиваю. Он мне подсказывает, что там, какие упражнения для них. И так смотрю за его тренировкой, как он защита работает старший. Поэтому учусь все равно. Постоянно учение надо быть. Леша, у меня бабушка быстрее делает. Реально говорю. Пять сделали? А вы сколько, 7? Последний, давай доделаем. Поменялись потом. Ты говорил, что тебе нравится лепить из детей уже футболистов, все такое. У тебя был какой-нибудь момент, или, может быть, ты можешь привести пример момента, когда кто-то что-то сделал, и у тебя так на душе прям аж хорошо стало, что вот я тебя научил, или хорошо, что ты это сделал. Были такие моменты? Конечно. Какой-нибудь пример можешь привести, например, там гол? В игре, например, игрок, я и рассказывал, у меня, как должен подачу действовать, прийти штрафную. И один игрок просто машинально, видно, это повторил, и у него все получилось, забил гол. И у меня на душе, видно, хоть что-то правильное, я ему преподнес, что он это использовал. Это, знаете, когда объясняешь, они вроде делают для меня. Как начинается игра, они начинают от себя лепить. А вот именно этот момент, да, мне туда в душу упал, что у него так все здорово получилось, и я прям сидел, молодец. Прям как я в молодости. Когда я выходил на игру, у меня была цель забить гол. Когда я забивал гол, мне было сразу же в этой же игре вторая цель, забить второй гол. И вот так, шаг за шагом, я забивал свои голы. А ты сам не любил вот это ощущение уходить с поля без гола? Нет, не любил. Я даже не любил, когда меня меняют. Да. На самом деле, вот ты, игра закончилась, даже твоя команда выиграла, все равно у тебя какой-то осадок, что не ты забил. Осадок, я потом полночи прокручивал свои ситуации, в которых мог забить, анализировал их, мог не спать. Да, переживал всегда, когда гол не забиваю. Даже если команда выиграет, и я гол не забью, я расстраивался. На лице такого я не видел, что он переживал, но то, что он хотел забить максимально больше, он мог выйти один в один, образно говоря, и если еще партнер был, он мог ему не отдать, а забить сам. То есть вот эта жадность была такая, хорошая жадность для нападающего. То есть он был жаден до голов, это да. За Лантану, я помню, с углового игра шла где-то на углу. Я с левой ноги очень сильно ударил, там рикошет, и помню, Пому за уши закинул. Может, потому что это Пом стоял, может, поэтому так его запомнилось. Кому сейчас трудно было забить? Кто такие? Каких вратарей ты мог бы отметить, против которых ты играл, естественно? И вратари были хорошие. Сейчас я, конечно, уже не буду называть по фамилии. Но я знаю, вот у нас в Лантане был вратарь Бирюков. Ему на тренировках было нереально забить. Вот просто. Все бесились. Он еще специально отбивал мяч к тебе навстречу и кричал: добивай. И ты добиваешь, и все равно не забиваешь. Он в любом состоянии приходил и просто забить, а он уже был в возрасте. Мужчина уже такой. Прям издевался? Он просто издевался. Вот это. А я еще молодой был. Ой, псих меня брал. Он был всегда в нужное время
всегда в нужном месте. И вся команда знала, что он там будет. Потому что в любое время вся команда, все 9 человек полевых, они просто спинами чувствовали, где находится центральный нападающий. Моменты, которые приводили к голам. Вот забил какой-нибудь красивый гол, ты мог о нем долго думать или как бы забил и забил? Я мог на него долго смотреть. Если это было записано, я мог на него постоянно смотреть. Иногда перелистываю свои голы. Вот есть ролик где-то в интернете, там, не знаю, подборка моих голов была. И там вот один гол аж, я его, наверное, раз 20 смотрел. Это было в Нарве, мы играли с Флорой. Выиграли 2-1, по-моему, да. И вот один гол я ножницами забил. Вот я его смотрел, мне так нравилось. И второй гол. Там я пас отдал, по-моему, Димке Лепартову. И там мне понравилось смотреть, как я сработал корпусом в двух моментах. Что игроку даже не подойти было ко мне. Что я корпус ставил, он от меня отскакивал. Я второй корпус ставлю, и делаю прострел, Димка забивает гол. Вот эти голы были такие, более запоминающие. А так у меня однообразные голы все. Убегал, быстро бегал, когда был молодой. А потом стал еще и головой добавлять. А в коллективе какой он был, как человек? Можно сказать так, чтобы не заматериться. На слово, на букву «Р». Такой, ну, на «Р» не буду, я скажу, шалопай, раздолбай. Как бы такой веселый, смешной раздолбай, как бы там. Но когда начиналась игра, он становился другим. Он становился злой до голов и забивал, ну, знает, сколько забил и так далее. Не умел играть головой, научил меня Монтана. Он приехал, по-моему, с Шахтера. Морозов такой фамилия, он играл в Антане, я с ним играл. И вот я после подходил и говорю, научи меня играть головой, я не умел. Ну, играл так, средний. И вот мне показывал, как ногу ставить, как выпрыгивать, в какой момент выпрыгивать. И я отрабатывал. В итоге потом, я скажу, я на втором этаже довольно-таки неплохо выглядел. То есть ты отдельно прям тренировался Да. для этого компонента? Сколько примерно часов? Я оставался по тренировке. После тренировки час-полтора, мне спешить некуда, я жил один в Таллине, так что я мог найти партнера какой-то, тоже рядом со мной жил. У меня там приезжих много было, друзей много было. Мы оставались. Я говорю, подавай, я буду это работать. Когда я уже в Нарву перешел, я очень любил с Валерием Георгиевичем Бондаренко оставаться. У него, даже как у тренера, уже, ну тогда он еще был не такой, конечно, возрастной, но у него подача поставлена, и мне нравилось с ним. Он мог из 10 прям тебе в точку дать. А мне из 10 надо было 10 тоже в точку дать. И вот мы с ним оставались, работали. Приятно было. Иногда вот там у меня есть у одного игрока родитель, который советует. Ну, не именно мне советует своему внуку. Дедушка ходит. Ну, как бы я на это внимание обращаю и тоже в разговорах, что поменьше таких разговоров лучше не надо. Потому что когда подсказывает родитель, когда подсказывает тренер, все равно ребенок обращает внимание на родителя. Поэтому вот у меня родители сидят спокойненько, наблюдают. Какой это та победа? Это вообще, ну, как-то это выходило из всего, ну, обычного. Как вообще тогда отреагировали? Что было в команде? Как город отреагировал на это? Город отреагировал очень сильно. Нас даже там приглашали к мэру. Мы приходили, я помню, потом там, в 50-летие в Ургадиве конференцию какую-то большую собрали. Но значение кубка, представляете, Нарва никогда ничего не выигрывала. Уже в таком, как сказать правильно, профессиональном футболе. Там были, конечно, и чемпионами, там Кринголь был, не Автобаза, а там Балтика, по-моему, Энергия. Конечно, этот кубок был для нас очень важный, и мы потом все гордились, то, что мы завоевали кубок. Хотели чемпионами стать, мечтали. Но в итоге самое большое, что мы добрались с Нарвы, это до второго места. По крайней мере, я знаю точно, что мы после игры заехали в ресторан прямо в Валге, отметили, ну там было только шампанское. Потом мы еще собирались общекомандные, но без тренеров, без руководства, если память не изменяет, даже где-то в каком-то частном доме у Снарве. Но чтобы там это было как-то громко и запоминающе, ничего не запомнилось. Запомнилось то, что мы взяли первый трофей для клуба, это запомнилось. А отмечания, нет, это не легло, точно не легло. Что у вас там в раздевалке творилось? Вы у вас были эти
У нас было не просто это. Я сейчас могу спокойно говорить. Я подошел к Николаю Константиновичу. Николай Константинович, нужно ребятам дать на шампанское. Как бы, там, но Николай Константинович поддержал, дал. Мы потом поехали в магазин, взяли, и в автобусе был праздник. Как бы. Ну, отметили хорошо, так сказать. Отметили, да. Дружно всей командой. У нас был очень дружный коллектив. Вот тут ты правильно заметил. За счет этого команда и держалась, что мы все как бы уважали друг друга, что ли. Все были едины одной целью. Вот поэтому у нас был дружный коллектив. Все хотели что-то, все думали не о деньгах, как некоторые, вам получку там мало платят. Нет, все думали только о футболе. Вот поэтому у нас и была команда. В то время, в 2001 году, как раз вот и был коллектив такой, вот машина такая завелась, он действительно был. Я не думаю, что, например, Максим Грузнов, который там в те времена или в те года звездил, да, и забивал пачками. Ну, его невозможно было остановить. Ну, вы согласитесь, что если бы половина игроков не понимала и не действовала как слаженно этот вот, повторюсь, механизм, не думаю, что Максим Грузнов, даже и половина бы из тех голов, что забил, смог бы реализовать. Играла за команду, именно настоящая команда, именно настоящая слаженная машина. Стабильность состава, она была у вас на протяжении многих лет. Да, у нас был костяк. Связка с Лепартовым, несколько лет прям подряд играли вместе. Я думаю, вы знали уже с полуслова, с полудвижения. С полувзгляда даже. Были игры, где даже я просто выпрыгивал. Уже заранее Дима знает, куда будет сброс. Посмотрите, сколько мы забивали с ним на пару. Мы в лучших сезонах 60 голов на пару мы забивали. 60-40 это было минимум. У нас постоянно были мы в призерах каждый год. Я вторым стану, там третьим. Димка рядом со мной все время. Иногда даже выше. У нас была связка очень хорошая нападающих. Он быстрый, я высокий. Отличная связка. Все вспоминают эту связку. Мне кажется, она даже была одна из самых лучших в Нарватрансе за свое время. Это суперское нападение было у нас. Что один головой хорошо играет, оба скоростные. Это супер было с ними играть. Грузи вперед и забьют, да? Нет. Вот такое, это грузи вперед, это, наверное, у нас все-таки более такая была техничная команда. Это, конечно, да, там уже когда последние минуты или там, когда вот реально там наседают на тебя, тогда просто на Макса, Макс выигрывает, Димка побежал, или наоборот, Макс побежал, просто в зону кидаешь, парень как побежал, все, и не догнать. Так что от защитников он убегал очень спокойненько, забивал, бьет с левой, с правой, что еще нужно, головой. Жалко только, да, что вот не попал в какой-то более сильный чемпионат. В то время играли шикарные игроки, такие как Стас Кита. Даже вот такой какой-то есть Олег Курочкин, кажется, был. Да, какой-то тоже, да. Ну, был на слуху такой, да. Дмитрий Лепартов, Николай Тощев, господин Карин, даже вот и Ягудин даже отметился очень много. Но он вообще был и игроком, и тренером даже. Тренер, игрок, да, бегающий. Был балтийский турнир такой, если помнишь. Балтийская лига. Да. И вот ездили, когда в автобусе в карты на какое-то желание. Ну, обычно как в карты играем. Ну, давай, это самое простое, кто берет сумки, мячи. Ну, это даже в чемпионате Эстонии мы так иногда. Ну, вот парень берет все, несет. Ну, идем, конечно, подкалываем, все смеются. А такие, которые там немножко пожестче были, это... Ну, как бы они соглашались, мы объясняли. И как бы вот так скажем, в коллектив вливались. Понятно, что один человек не может выиграть футбольный матч и даже, я думаю, поставить в любое время против любой команды того же самого именитого любого игрока, там Месси, Рональду или кто сейчас самые звезды. Никто ничего не сможет сделать против, пускай слабого, пускай маленького, но слаженного коллектива, который вот работает как часики. Когда игроки на поле понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, с телодвижения. Вот это вот как раз и есть команда.
моя самая серьезная травма была, опять же, в Лантане я играл, на Кренгольме, выездной матч с Нарва-Трансом, в углу поля. На ровном месте прыгаю за мячом, рядом со мной Олег Курочкин, мой друг. Я приземляюсь на одну ногу, падаю, ору. Олег мне говорит: вставай, хватит валяться. Да я на колено смотрю, у меня колено с голову вот такое. Прям в момент. Сразу же. Я в одной из игр был свидетелем, буквально мы вместе соперничали, он играл за Лантану. Это было вот на этом поле, в дальнем углу штрафной площадки. Макс бежал за мячом, я бежал сзади. И он получил буквально страшную травму, разрыв крестообразных связок. И после этого он 1,5 года не играл. Но мне всегда казалось, что он в том моменте попытался симулировать. Потому что он упал буквально передо мной, я не касался его. И вот только потом выяснилось, что это был разрыв крестообразных связок. И с тех пор вот как бы мы на эту тему очень часто шутим. Но благо сейчас это уже можно шутить. А тогда это было уже, конечно, не смешно. Разрыв крестообразных связок, лечение, год восстановления. И потом у меня одно колено, оно же уже, хоть я и закачало, но все равно не выдерживало такой нагрузки. И отсюда пошли мениски на этом же колене. У меня было 5 операций. Все на одном колене. Все на правом колене. Но все равно играл. Даже, я помню, даже момент был, мне сделали мениск. Через неделю у нас было с Меркуром. Та команда играла, вышки Меркур. И у нас играть некому было. И я, хромая, вышел на поле, я помню еще. Вышел на поле, я еще умудрился 2 гола забить. Знаешь, сейчас защитники Меркура смотрят. Да, я помню этот момент. Через боль, через оханье-аханье, ну и так рубль 20 бегал. Ну, забил 2 гола, мы выиграли тогда, по-моему, 5-2, что ли. Поэтому травмы, конечно, сыграли свою роль тоже в продолжении карьеры. Он часто выходил с травмами на поле вообще? Ну, даже я скажу, и на уколах. Он там как-то, когда был перерыв, там уколы делал. Ну, покупали такие специальные уколы. Ну, не это, ну, так скажем, дорогие очень уколы эти, чтобы вот колено не болело у него. Конечно, да. И он говорит, когда смена погоды, конечно, ну, это у всех. Да, там травмы, когда смена погоды начинает ныть там. Сейчас в какой-то форме вообще? Ты мог бы выйти сейчас, не знаю, минут 10 хотя бы отбегать? Не, 10 нет. Просто выйти мог. Поздороваться. Да не. Футбол давно не играю. Я тут по ветеранам побегал. Мы тут собрались командой своей энергией. Как раз вот кожаный мяч, когда мы ездили в Фергану, где я там стал лучшим бомбардиром. Это был 86-й год, когда я ездил, я помню сейчас. Вот мы решили собраться 30 лет спустя. Собрались на ветеранский турнир. Это же команда, там даже мальчики, пацаны приезжали. Виталий Фарби приехал, с Америки прилетел специально на этот турнир. Потом игроки там с Германии приходили. По-моему, Вовка Запотылок, да, с Германии. Он там живет сейчас, работает, приехал. Кто-то с Финляндии. Ну, короче, мы собрали эту всю команду. Тут и выступили турниром. Не результат, а именно собраться. И там я отбегал эти игры. Честно скажу, я потом себя неделю не мог собрать. Меня тут жена на руках носила до кухни и обратно. Это как бы основной состав у меня. Который... То есть ты разделил как-то более-менее по силе? Да, это основной состав. Здесь те, кто в ближайший резерв. Ну, как бы вчера не все участвуют, заявлены. А есть еще такая же группа у меня, совсем много. Вот Саша Заколюка с ними занимается. Там тоже человек, я думаю, человек 20 есть. Вот. И там совсем новенькие приходят. Вот Саша с ними работает. Саша с ними практикуется? Ну, он работает, он как бы технику приоритет. Я видел тренировки, хорошие тренировки у меня. Он такой более на технику. У меня более уже такая на, видите, на скорости все не должно. И представьте, так 1,5 часа. И там должно быть движение. Они отсюда иногда выползают. Я когда приехал с России сюда, как легионер, и то ли 99-й год, и Максим как бы вышел на замену, он после травмы был. Он тогда не впечатлил меня, хотя про него сказали, что типа этот парень забивает очень много, не впечатлил. А потом он набрал форму и начал забивать. И скажу так, что, конечно, Максим реально, если себя реализовал, должен был играть в других чемпионатах, не в Эстонии. То есть уровень игрока той же премьер-лиги России, он мог играть, когда он, ну, собственно, Саку был, когда он был в своей зрелости.
мог играть в любом европейском чемпионате, это 100%. Меня агент повез в Мехелен. Это в Бельгии, В да? Бельгии, да. Я приехал в Мехелен, отыграл 2 игры, забил 3 гола за 2 игры. Неплохо. Неплохо, я скажу, Ты да. в дебютных матчах хорошо всегда выступаешь. Да. По его словам, я достоин был лучшего, он мне повез в другую команду. По-моему, Сент-Труди называлась она. Картина та же. 2 игры, 3 гола. Следующий клуб, он сказал, нет, мы все-таки тебя продадим. Ну, видно, хотел заработать. Мы тебя продадим в более высокий клуб, но нужно подождать. Там сейчас освободится место, или что он мне объяснял, так я тогда еще по-английски не понимаю, и так сейчас я не понимаю. Ну, тогда он так объяснял. В итоге он говорит, поиграй пока вот пару месяцев с Серегой, там у него президент был знакомый, вот меня там оставили. И в итоге я там так и остался до конца сезона. Серега уехал через 3 месяца, я оставшись 6 месяцев там один жил. И потом мое терпение лопнуло, я говорю, не, я поехал домой, я уже не могу. Ну, представляете, один в чужой стране, ни языка, ничего. Потом были у меня варианты, у меня даже у мамы, там, по-моему, статьи в газетах, я вырезал. Моя мама всегда вырезает статьи из газет, всякие там, про Мама меня. гордится тобой, что ли? Ну, наверное. И там статья была в Эстонской газете, что за меня дают, не помню какую сумму, но 4,5 миллиона, по-моему. Ну, крон. Крон, да. Все, уже готовый контракт привозят, и что-то там у них на уровне президентов не сошлось, и в итоге я остался здесь. Были другие предложения, но это по моим слухам, я не буду вдаваться в подробности. То есть ты точно не знаешь, просто слухи были, да? Ну, как слухи. Я слышал историю с «Зенитом», что что-то... Нет, с «Зенитом» все хорошо. Я слышал, что другая команда привозила, она давала гарант какой-то от банка, что мы заплатим. Ну, это тоже говорю, это не... Кто-то говорил, может, это, конечно, неправда. А президент наш сказал, что нет, я хочу видеть деньги сразу, и поэтому у меня сорвался контракт. Предложений было много. В «Зените» нет, у меня в «Зените» все хорошо было. Я приехал, причем я такой был на пике своей карьеры, наверное. Приехал, прошел первый сбор, там кого-то отсеяли, меня пригласили на второй сбор и сказали, что после второго сбора уже будут контракты подписываться. Я отработал весь сбор, тренер остался доволен, сказал, что приезжаешь в Ленинград, в Санкт-Петербург, мы будем подписывать контракт. Последняя игра, последние минуты, я отдаю пас и рву миниски. Как они вообще вышли на тебя? Как просто увидели как-то Нарву Транс или как? Да нет. Там же тренером вратарей работал Бирюков, с которым я играл вместе. Которым ты не мог забить. Да. В Лантане. Ну, видно, как-то так. Может, посоветовал, может, что-то. Вот меня пригласили. Ну, как ты вообще на сборе? Ты чувствовал, что можешь заиграть? Могу. Я чувствовал уверенность вообще. Я не смотрел на авторитет, что это «Зенит», а я там... Я тогда тоже с Лантана, по-моему, уезжал. Да, с Лантана. Я в Лантане играю. Никакой ни боязни, ни страха. Я выходил играть. Они были для меня такие же, как и я для них, равные. Ни хуже, ни лучше. Одинаковые были. Поэтому чувствовал себя вообще уверенно. То есть на пике формы Максим Грузнов в легкую мог бы в чемпионате России играть? Я думаю, если бы не травма, я бы, может, сезончик-то точно первый зацепил бы там. А там уже, где первый, там и второй. Доказывай только. Жалко, что не довелось Максу, конечно, поиграть в серьезных клубах, но тому был ряд причин. Хотя он мог и в «Динамо» поиграть, в московском, и в «Маккаби» в израильском. То есть там уже фактически все было на подписи, и в «Зените». Но, к сожалению, свернулось так, как все свернулось. Но зато он приносил своими голами хотя бы радость нарвской публике, правильно? Ну, не только нарвской, он всей эстонской, я думаю, приносил публику, потому что сколько он забил голов, я не знаю, будет ли вообще в Эстонии когда-то кто-то, чтобы подтянулся к такому результату, как у Макса. Было очень много игр, когда приходили на стадионы, просто смотрели на одиозную фигуру Макса. И опять про него стал говорить хорошо. Надо что-то вспомнить плохое, а я что-то не помню. И приходили на Нарва Транс, но многие приходили на него действительно смотреть, что он будет вытворять и как будет забивать. Потому что шли на голы Макса Грузнова.
А ты любишь «Спартак»? Да, я болею за «Спартак». А ты хотел в «Зенит» переходить? Делать. «Спартак», «Ливерпуль». А кто твой любимый был футболист в детстве? Если отойдем от этого Ян вопроса. Раш. Знаете Ян- такого в Ливерпуле? Это очень давно, честно, я не Да, знаю. Я знаю Ян имя. Раш. Пол Гаскоин и Ян Раш. Вот они были два любимых футболиста. Окей, значит, это очень неожиданный ответ. Я думал, кто-то из... Я болею за Англию, поэтому они оба англичане. Максим Грузнов болеет за Англию. Да. На всех больших турнирах ты тоже их поддерживаешь, да? Это очень неожиданно, честно, для меня. Я такое не знал. Единственная мечта была моя такая, зацепиться в сборную, но, к сожалению, ввиду паспорта. Это только из-за паспорта, да? Ну, я знаю, что со мной разговаривал, подходил и Торденсон, говорил, что хочет видеть в сборной. Потом был Пайперс, тоже. У тебя были разговоры с ними да. прямо? Но они ко мне подходили, говорят, мы хотели бы тебя видеть в сборной, но, к сожалению, жалко, что у тебя такой паспорт. Жалко, конечно. В какой-то момент тебя как бы отстранили от футбола, в том плане, что нельзя было вообще ничем заниматься. Как ты вообще, чем ты занимался, как ты себя тешил, я не знаю. Я не представляю тебя без футбола, вот честно. Ну как, страдал, конечно, что же делать, как и все нормальные футболисты. Но Тебе, по-моему, даже не разрешали на стадион заходить или... нет, такого-то не было. Не было, да? Конечно, нет. Я не работал буквально там, ну, может, месяца 3. Потом все равно там Николай Константинович помог мне. И мы встретились с Айвором, и все решилось в лучшую сторону. Тогда с Погутушевым начал работать. Ну, работал, но я работал как бы не с командами, я работал индивидуально с игроками. Я все равно оставался при футболе. Где-то у школы, меня родители просили, я собирался с ними, давал им уроки свои личные. Все равно без футбола я не оставался. Не было желания сдать на гражданство там ради этого? Ой, много вопросов по этому было. Уже не одна передача, по-моему, снималась про это. Гражданства нет. Я гражданин Эстонии. Я родился здесь, я вырос. И получилось так, что я должен доказывать, почему я здесь живу. Играть за сборную. Ну, хотели бы, дали бы так. Сейчас же даю детям. Мы должны в своем возрасте были сдавать. Многие так игроков, я скажу, очень сильных, не дошло до сборной. Я до сих пор как бы на 100% уверен, хотя это моя уверенность, что сборная Эстонии у нас в свое время с 2000 года по 2008 очень много потеряла, когда не приглашался Макс в команду. И по моим меркам такого уровня нападающий был только Андрес Опор и Максим Грузнов. И то я думаю, что по стилю игры, способом укрывания мяча корпусом от соперников штрафной, владение мячом грудью, головой, равных Максиму в Эстонии нет и не было. И, по крайней мере, на данный момент я точно не вижу этого. Почему именно паспорт решает игрока в сборной? Если игрок талантливый, если игрок сильный, он только поможет сборной. А какой паспорт? За границей же вон играют. И бразильцы за сборную России все играют. И в других странах очень много. Не гражданин, не граждан, скажем так, своей страны, они играют за сборную другой страны. И не думаю, что они там сдают на гражданство, правильно? Самое интересное, что ты как бы и не гражданин никакой другой страны, ты как бы... Ну, инопланетянин, как говорят у нас, да. Инопланетянин. Лучший бомбардир в истории эстонской премьер-лиги инопланетянин. Можем вот так вот и запомнить. Леш, у вас завтра тренировок сегодня нету. У Саши игра. Пас на третьего, помним? Пас, возврат, диагональ на третье. Если бы ты был на моем месте и делал бы передачу, спортивную передачу, о ком или о чем ты бы сделал? Я думаю, тебе менять ничего не надо, у тебя и так все здорово, я смотрел твои передачи. И с Синявским видел, и с Ири. Замечательно. А я даже не знаю с кем. Честно говоря, вот я бы с Лепартом сделал бы тоже передачу с Димкой. Вытащить его из его трущоб рабочих. Там где-то, я не знаю, где он работает. Сделал. Тоже приезжий легионер с России. Остался жить в Эстонии. Семью обзавелся. Добился очень больших результатов. Почему бы не попробовать? Спасибо, Макс. Не за Это что. было очень круто. Я думаю, всем понравилось. Спасибо. Пожалуйста. Я убедился, что Максим Грузнов настоящая легенда нарвского футбола. Нынешнему нарвскому трансу явно не хватает такого футболиста, такого нападающего, такого голеадора.
Будем надеяться, что он вырастет из своих воспитанников, будущих звезд, которые будут играть еще лучше, чем он. Ну а вы не забывайте подписываться на канал BetSafe Прибалтика, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.